Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу поделиться с вами замечательным рецептом шарлотки с апельсинами. Этот пирог очень популярен в Италии, где много сочных ароматных апельсинов. Готовится он, как и наша самая простая шарлотка с яблоками. Тесто такое же, только вместо яблок добавляем сочную мякоть апельсина и его ароматную цедру. Пирог получается пышный, нежный, воздушный. Приготовьте такую шарлотку с апельсинами к чаю. Я уверена, она всем понравится. И для рецепта мне понадобится выпекать пирог я буду в разъемной форме, диаметр 22 сантиметра. Беру большой кусок пергаментной бумаги и хорошо его сминаю. Выстилаю форму бумагой. И дно и бока формы слегка смажу кусочком сливочного масла. Для рецепта сахар и муку я измеряю стаканами. Стакан 250 мл. Сахара я беру чуть меньше, здесь у меня 200 граммов. Пересыпаю его в миску. И теперь сниму цедру с 2 апельсинов. У меня они вот такие небольшие. Апельсины предварительно надо хорошо помыть. Я натираю цедру прямо в сахар. Снимаю только верхнюю желтую часть. Если у вас крупные апельсины, можно использовать один. Цедру хорошо перемешиваю с сахаром. Тогда сахар получится более ароматный. Он пропитается эфирными маслами. И сам пирог получится еще более ароматный. Теперь с апельсинов я срезаю кожицу. Мне понадобится только мякоть. Таким образом я удаляю все перегородки, чтобы они не горчили. Вот здесь, в этих перегородках, еще достаточно много сока. Его можно просто выдавить в чашку. И с этих апельсинов также сливаю сок. Точно таким же образом подготовлю и второй апельсин. Вырезаю мякоть из второго апельсина. Весь лишний сок сливаю. Мякоть немного разрежу, вот на такие кусочки. Готовлю тесто. Отделю белки и желтки у 4 крупных яиц. Яйца для рецепта лучше использовать комнатной температуры. Так легче будет растворяться сахар. В белки добавляю щепотку соли, начинаю взбивать. Когда появилась вот такая легкая пена, постепенно добавляю сахар и взбиваю все в плотные пики. Благодаря цедре сахар получился такой ароматный и окрасился в желтый цвет. Во взбитые белки по одному добавляю желтки и хорошо перемешиваю. Получилась вот такая очень воздушная пышная масса. Теперь в нее просеиваю стакан муки, это примерно 150 граммов, и чайную ложку с горкой разрыхлителя, это примерно 8 граммов. Перемешиваю до однородности. В итоге получилось вот такое очень нежное воздушное тесто. Добавляю в него мякоть апельсина. Перемешиваю. Переливаю тесто в подготовленную форму. По желанию пирог сверху можно присыпать миндальными лепестками. И теперь я все отправляю в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 45-50 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Если я увижу, что шарлотка начинает сверху слишком сильно подпекаться, я прикрою ее фольгой. Пирог получился такой пышный, воздушный. Обязательно проверяю его готовность деревянной шпажкой. И сразу извлекаю его из формы. Аромат просто потрясающий. И какая нежная шарлотка. Очень красивая. Оставляю пирог немного остыть и подаю к столу.
По желанию пирог сверху можно присыпать сахарной пудрой. Мой пирог до конца еще не остыл, но я его разрежу. Он просто восхитительный, такой пышный, воздушный и какой же он ароматный. Я уверена, такой пирог никого не оставит равнодушным. Обязательно приготовьте его к вечернему чаепитию. Я желаю всем приятного аппетита и приятного просмотра. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.